2 апреля. Шорты свои тяну. Это один шорт, второй шорт около точки входа. Сегодня посмотрим, что по биткоину. Обновление 91 день, 13 дней. Дневку посмотрим. Начнем с панели. Сейчас я включу рисовалку свою. Она что-то вылетает. Это панель, которая показывает от 1 минуты до 29 дней. На одном экране я вижу все таймфреймы. Здесь оно показывает в прямом эфире. Видим, что от 20 до 29, 24 до 29 показывает скрытые бычьи дивергенции. От 5 до 10 тоже скрытые бычьи, 2 часа, 4 часа скрытые бычьи. Тут локально от 20 минут до часа скрытые медвежьи дивергенции в основном. Индикатор этот показывает на одном экране MACD линия, MACD гистограмма, дальше MACD 5.15, это скользящая средняя рисует гистограммы на основе скользящей 5.15 и 12.26. Тут у нас используется только 12.26 плюс сигнальная линия, а тут опять 15 и 12.26. Он мне тоже нравится, вот этот MACD. И Bollinger Band линии волновой, это волновой и индекс страха и жадности. На недельке с понедельника или с воскресенья у нас есть скрытая бычья дивергенция на недельном временном периоде, пока мы не падаем. Дальше. Также была на 2 днях. Это панель, которая показывает страховку 1 бар. То есть здесь 1 бар страховка. Здесь у нас 2 бара. То есть тут вот есть бычья дивергенция на 2-дневке. Тут она появится, когда пройдет еще 1 бар. То есть оно появится через неделю. Вот посмотрим. Ну, тут понятно, да, пока у нас бычья дивергенция есть, пока мы не падаем, флетим пока. Так, посмотрим, что у нас на 91 дне. Напоминаю, как работает мультитаймфрейм. Цена растет, у нас здесь раз медвежья дивергенция, мы начали снижаться. Понятно? Вот здесь говорили, мы идем на 90, на какие 90? На 150, на 200 тысяч, но тут были медвежьи дивергенции. Тут продавали вам как цена снижается, вернее покупали, а вы продавали в убыток. Тут была бычья дивергенция на light time frame. Light time frame 23 дня. 91 разделить на 4 получается 23. То есть тут 23-дневка рисует бычью дивергенцию, а тут 91 день показывает синхрон с ценой. Цена снижается и гистограмма снижается. Тут мы росли. Тут вот была медвежья дивергенция по 24-дневке, и также на 91 дне тоже была медвежья дивергенция. Но это был дополнительный сигнал, что тут нужно продавать и разгружаться. Ну, с этим понятно, да? Сейчас пока нету никаких положительных сигналов. Просто мы зашли по гистограмме в отрицательную зону на 91 дне и на 23-дневке. Все идет синхронно, только снижение, дальше вниз идем. Что бы вам там ни говорили, пока сигналов я не вижу за рост. Дальше, с этим разобрались, идем на 13-дневку. На 13-дневке light time frame у нас 3 дня, то есть 3-дневка уже в положительной зоне. И это как бы перегретость уже, тут уже мы готовы падать, понимаете? То есть гистограмма у нас тут 3-дневка показала скрытую медвежью дивергенцию, и вот мы сейчас разгружаем вот эти индикаторы, пока это усталость. Нужно разгрузить, и биток может либо упасть, либо флет. Сейчас будем разбираться, что же у нас будет. Это 13-дневка. Дальше покажу, как это было в накоплении в 2022 году, чтобы нам сделать аналогичную ситуацию. Ну, это не обязательно должно повториться, но как это было? Цена у нас снижалась, правильно, правильно. А тут у нас 13-дневка рисовала бычью дивергенцию. Ну, это же заметно, видно. Бычья дивергенция. И также вот на скаме FTX у нас была бычья дивергенция на 13-дневке на MACD. И также объем у нас показывал бычью дивергенцию. То есть мы тут снизились, у нас объем был фиолетовым, бирюзовым цветом. Это цвет накопления. Как это трактовать? У меня есть скользящие средние, они спрятаны. Вот показываю. То есть 30-ка идет выше 200-ки, это накопление. Пока у нас такого не наблюдается. Вот мы посмотрим, пока цена идет синхронно. Вот один столбик был бирюзовым цветом, но сейчас открылся новый столбик и плохого цвета. То есть сейчас нету никакого пока накопления, хотя вот здесь бычья дивергенция есть. Мы снизились здесь, да, а тут вот бычья дивергенция присутствует. Это по объему мы посмотрели. Сейчас посмотрим по индикатору, как еще на 3-дневке. 3-дневка у нас всегда была в положительной зоне. И тут вот мы получили скрытую медвежью, мы начали снижаться, но 3-дневка в отрицательную зону уже не уходила. Не, вот здесь уходила. Вот тут мы ушли. Но тут также была бычья дивергенция на 3-дневке. Это гистограмма и вот MACD 3-дневка. Это как было. Давайте посмотрим, как было в 2018 году. То же самое 2018 год. Вот мы тут снизились. Тут была бычья дивергенция на 13-дневке. Это гистограмма. 3-дневка у нас также, ну, нужно вот так отсюда натянуть бычья дивергенция, да, мы обновили вот эту проторговку. Тут была бычья дивергенция, тут мы ушли ниже. И ну, также была бычья дивергенция. Ну, с этим понятно, да? У нас желтый фон математический, как бы нам не хватает еще бычьей дивергенции. Чтобы была бычья дивергенция, что нам нужно? Нам нужно обновить вот эти лои. Вот эти лои нам нужно обновлять. Ну, где-то вот здесь лой. Нам нужно его обновить, и чтобы все сохранялось, бычьей дивергенции. С этим разобрались. Тот индикатор, который я говорил, 5.15, 12.26. Вот покажу, как он работает.
Вот, скользящие 5.15 и 12.26. Он мне нравится, что он рисует нам рисует синий фон, и этот синий фон накопления. То есть вот здесь нужно, чтобы у нас было э, снижение, как вот здесь, да, у нас синий фон это накопление, и на бычьей дивергенции уверенно берем на всю, даже можно пару почек продать свою и родственника, и взять, и потом уже мы продаем, когда у нас получается медвежья дивергенция на полтора месяца. Вот это high time frame, на этом индикаторе есть high time frame. Медвежья дивергенция вот здесь была, мы получили перехай, если бы вы вот тут продали, вот тут, да, получили перехай, тут продали, то вы купили себе 10 почек, пример, да, то есть вот так вот все работает. Либо вот здесь тут был перехай, тут была медвежья дивергенция, это 39 дней, либо почти полтора месяца, 1,3 месяца. Также вот скользящая показывала медвежью дивергенцию, тут у нас скользящая показывала бычью дивергенцию, и объем показывал. То есть сейчас абсолютно нету никаких признаков накопления. Ждем синий фон, бычьей дивергенции, пока оно все синхронно. Цена снижается, индикатор снижается. Не верьте абсолютно никому. Давайте это видео куда-нибудь себе в избранное, в плейлист сохраните. И посмотрите, что будет в конце осени. Там уже будет уже по-любому синий фон, и будем наблюдать. Может какой-то отскок и будет. Но это не точно. Вот тоже был синий фон. Математически мы улетели, тут была разгрузка и пошли ниже на вот здесь обратный трам, да, закрыл весь мир на карантин. Ну, здесь понятно, да, мы пока снижаемся. Это у нас 13 дней, один день, смотрим локально, что у нас. Так, это 3 дня. Напоминаю, я смотрю мультитаймфрейм, то есть мне интересно, что у нас нарисовалось на одном дне и на 3 периода старше 3 дня. На 3 периода меньше, на 4 периода меньше, это 6 часов. Смотрим, что у нас на трехдневке. На трехдневке, как я и показывал, у нас есть перегретость. Трехдневка в положительной зоне. Объем нам показывает, что здесь медвежья дивергенция. Вот мы здесь будем обновлять вот эту проторговку, тут будет медвежья дивергенция по объему 100%. Дальше. Что мы видим сейчас? Мы видим по 18 часовке, вот тут у нас перегретая, скрытая медвежья дивергенция. То есть 18 часовка растет, а цена просто во флете внутри туда-сюда ходит. Также тут MACD у нас растет, видим, да, она направлена вверх, а цена вниз. То есть это слабость, это свойственно медвежьему рынку. Это 3 дня, посмотрим один день. Вчера рисовал, была отработка медвежьей дивергенции, а вот сейчас мы снижаемся. Оно даже вот вчера было чуть выше, видим, да, теперь оно перерасчет сделало, и мы снижаемся. Тут мы сейчас, что мы рисуем? Мы еще чуть-чуть, и если мы обновим вчерашний лой, тут будет бычья дивергенция на одном дне. То есть это неплохо. Мы пока набираем силы, пока то тех выбивает, то тех выбивает. Ну, мы понимаем, что на старшем таймфрейме у нас только снижение, только погружение. А то, что там вам говорят, там кто-то что-то покупает из, ну, с этого, как Майкл Сейлор покупает, ну, это, ну, покупает и покупает. А если мы ниже сходим, он еще больше будет покупать. Но вы же не знаете, что он будет внизу покупать, правильно? А сейчас они покупают, но они, блин, имеют на это большой капитал, которые там разные финансисты думают, вот эти все стратегии, и ну, они могут покупать, потому что они могут и 3 года в медвежке сидеть. Также вот здесь, что мы здесь? Тут у нас как бы синхрон. Нет, это скрытая бычья дивергенция рисуется. Цена MACD снижается, а цена, стоп, а цена не снижается. Так, что оно зависло у меня? Цена не снижается, то есть пока мы флетим. Но если мы обновим вот эту область, то тут будет бычья дивергенция. Здесь разобрали, да, пока мы во флете. Это один день, посмотрим локально на 6-часовку. 6-часовка нам говорит, что у нас здесь скрытая бычья дивергенция. Немного, но есть. Мы обновляем вот эту область по... это не 6-часовка, а 90-минутка. 90-минутка внизу в отрицательной зоне обновляет вот эту область, а цена не обновляет, и чуть выше. Но если мы обновим, нужно, чтобы у нас была бычья дивергенция. Вот здесь, на 6-часовке. Пока 6-часовка в положительной зоне. Также вот была отработка медвежьей дивергенции вот так вот на 90 минутки. Тут была отработка скрытой медвежьей дивергенции. Ну, все так слабенько. По объем у нас, если мы обновим вот тут, да, то будет бычья дивергенция. И объем, кстати, бирюзового цвета, что очень хорошо. Дальше, где мы будем брать шорты? Где будет стопроцентно законный шорт? Это у нас 6 часов. Ну, тут пока флэт, да, пока скрытая бычья дивергенция. Посмотрим на 12-часовку. 12-часовка нам говорит, что у нас вот здесь хорошая поддержка есть на уровне волатильности. Вот это канал белый, это поддержка. Нам его нельзя пробивать. Когда, ну, можем чуть-чуть за кол сходить, и нужно, чтобы формировались бычьи дивергенции. Я только что показывал на 6-часовке. Что это такое? Это мы опустились, это был минимум вчерашний, а это текущий минимум. То есть мы, кто вот здесь заходил, мы их побрили. То есть цена может теперь идти вверх спокойно. По волатильности мы видим, что еще чуть-чуть, и мы будем возле уровня 12-часовой волатильности. Вот я покажу, как это работало. Вот здесь мы... Так, стоп, куда я... Вот здесь мы получили тест белого уровня, отлетели. Тут пока мы
были в накоплении, сейчас тестанем. В принципе, можем уже сейчас улетать. Тут уже где-то 0, ну, золотое сечение по Фибоначчи. Можем улетать, сейчас будем смотреть. Вот Фиба, и вот здесь 0,5, а 0,618 это у меня две фибы. Одна вот отсюда тянется, это та, что зеленая, а та, что бирюзовая, она тянется вот отсюда. Удобно, не нужно натягивать, и все автоматически тянется. То есть вот это 0,5 вот здесь было, вот тут 0,618, вот тут будет, ну, мы еще можем удержать вот это все. Тут плохо видно. Ну, короче, вот здесь 65 800. Нам нужно удержаться. Так, тут понятно, да? Глянем на MACD. На MACD у нас была отработка 12 часов по скрытой медвежьей дивергенции. Сейчас нам нужно удерживать цену. И за кола мы можем пойти, и тут будут выше дивергенции. Тут очень неплохо для набора. Но я вам скажу, что сейчас лонговать, это лонговать против тренда. Вы видели, что на старшем таймфрейме мы показываем снижение. Сейчас мы можем сходить вот сюда. Это у нас недельный уровень ценовой сопротивления. Тут будет сопротивление. А вот здесь, если мы сюда придем, это будет законный шорт. Мы как раз побреем вот эту всю толпу, которая здесь начали брать шорты. Мы вот тут начнем рисовать, и потом камнем падаем вниз. То есть понятно, да? Вот тут будет стопроцентный шорт. Но это не точно. Но если отсюда и полетим, то это лонг, это позиция против тренда. Это у нас 12-часовка. Дальше посмотрим 2 часа. На двух часах тоже у нас примерно вот здесь будет поддержка двухчасовый уровень волатильности. То есть тут у нас и уровень волатильности, и недельный, и месячный, и трехдневный. Вот тут хорошая поддержка. Если мы пробиваем это все, то дорога вниз открыта очень даже неплохо будет. Будем падать. То есть сейчас я бы ничего не делал. Типа шорт брать, то нужно брать ну, с маленьким плечом, там, второе, третье плечо. Но сюда мы можем прилететь спокойно. То есть нужно рассчитывать, нужно правильно рассчитать. То есть 10% мы можем улететь вверх. То есть сейчас нужно либо сюда прийти и принимать решение, либо сюда прийти. Мы сейчас пока в боковику. Это 2 часа. А по 12 часовке, то есть уже чуть-чуть там сюда осталось принимать решение и сюда. То есть я думаю, что мы сделаем закол и полетим на 76 тысяч. На 76, ну да, 76,50, вот тут будет законный шорт. Почему я это думаю? Ну, сейчас я вам покажу. Я уже много раз показывал. Я вот переключаю на пятидневку, чтобы проще, меньше истории было. Если мы придем к месячному, так, стоп. Вот, если мы сюда придем, это месячный, это будет стопроцентно законный шорт. Такое уже ж было. Вот мы сюда пришли, это месячный, одна свеча пятидневка открылась и ушла вниз. Мы раз тестанули, да? Да. Это была первая зона, когда мы начали медвежку чувствовать. Тут мы медвежку еще не чувствовали, тут мы были еще в надежде, да, что мы будем расти. Хотя я вам показывал, как индикаторы показывали, где нужно продавать. Покажу, как было в 2022 году, когда мы снижались. Вот тут тоже была надежда, что мы полетим на 100 тысяч. Мы снизились, типа, там, ничего такого не поломали, типа, да, всякие разные трендовые. И тут все, блин, уже разные блогеры карманные с бирж начали говорить, что мы будем лететь на 100 тысяч. Но тут было месячное сопротивление, мы пробили недельные 50-е скользящие, где они у меня, вот, это не оно. Как быстро показать, или оно у меня включено, или не включено. Emma Cloud. Вот это оно, по-моему, да? Да. Так, прогружается, да. И вот тут вот было 50-е недельное скользящее. Было сопротивлением. Соответственно, на тезере это была поддержка. То есть мы закололи и поехали вниз. Это была первая зона. Вторая зона была, когда мы флетили на фонде с повышением. И биток тоже повторял это все. Тут был вот флет с повышением. Раз свеча и поехали вниз. Это была вторая зона. И третья зона это была, когда перед самым FTX. Раз укололи и поехали вниз. То есть с этим понятно, да, я вам показал, где будет шорт. Но отсюда лонговать, ну, это ход против тренда, позиция против тренда. В общем, все, буду заканчивать. Тайм-коды под видео, лайк, подписка. Раньше я это записывал, ну, свой дневник, а сейчас скрыто показываю. Кому, кто не согласен, пишите свои аргументы в комментариях.